Приветствую вас! После окончания Великой Отечественной войны Советский Союз полным ходом осваивал сельское хозяйство. С 50-х годов прошлого века началось освоение обширных целинных земель в Казахстане, Урале и Поволжье. И народное хозяйство остро нуждалось в новых, надежных и неприхотливых образцах техники, так как предыдущие версии тракторов МТЗ-2 и 5 уже просто не справлялись с поставленной задачей. И в 1956 году конструкторы Минского тракторного завода поставили перед собой задачу создать на базе предыдущих версий тракторов усовершенствованную многофункциональную модель, которую можно было существенно улучшить по меркам советского времени. Так появился популярный и распространенный в Советском Союзе трактор МТЗ-50, в народе прозванный «Полтинник». Он стал своего рода прорывом в сельхозтехнике, так как отличался некоторыми нововведениями. Трактор имел полурамную конструкцию, которая выполнена из двух швеллеров, соединенных между собой передним литым брусом. Спереди традиционно для всего семейства МТЗ был расположен дизельный, четырехтактный, четырехцилиндровый рядный с водяным охлаждением и вихревой камерой двигатель D50 мощностью 55 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом более 36 кг сил. Этот двигатель уже отличался небольшим, чем у предыдущих моделей, расходом топлива и легкостью в ремонте, а вес самого трактора снизился на 400 кг. В трансмиссии трактора была использована 9-скоростная двухдиапазонная коробка передач, 9 передач вперед и 2 передачи назад. Крутящий момент от двигателя передавался на стандартные большие задние ведущие колеса, установленные на ступицах, вращение которых обеспечивается за счет применения роликовых подшипников. Кроме этого, колеса соединены таким образом, что при помощи клеммовидных соединений можно было при необходимости изменить ширину колеи. Также добавили возможность в 1960 году оснащать трактор полугусечным ходом для работ на грунте с повышенной влажностью. На некоторых модификациях она уже была встроена в конструкцию. Управление трактором осуществлялось при помощи передних колес, которые были меньше задних и которые имели полужесткую подвеску и специальный балансирный мост. Тормоза колес дисковые сухого типа, смонтированы на ведущих шестернях конечных передач. Но самой заметной частью стало его рабочее место оператора, расположенное в закрытой одноместной кабине с обширной площадью остекления, чем обеспечивало хороший круговой обзор. А сам водитель находился в подрессоренном кресле. Для обеспечения нормального микроклимата предусмотрен был вентилятор. Для снижения управляющих усилий на руле механизм снабдили гидравлическим усилителем раздельно-агрегатного типа, что облегчило управление трактором. Для выполнения широкого спектра работ на полях при помощи разнообразного оборудования сзади трактора оборудовали специальной системой стяг. Прицепные устройства соединялись при помощи универсального крюка, расположенного на поперечной тяге подвесной системы, а те, которые требовали механического привода, подключались к валу отбора мощности. После постройки нескольких опытных образцов через год, в 1958 году, начались их испытания, которые проходили на государственных машиностроительных станциях и 2 колхозах страны, где он себя неплохо показал. И по результатам испытаний научно-технический совет рекомендовал колесный трактор к серийному производству. Минскому заводу удалось перейти в 1962 году к выпуску МТЗ-50 без остановки производства, что позволило сэкономить огромные средства вследствие остановки производства. Новая машина получилась настолько удачной, что кроме популярности в СССР, высокую конкурентоспособность обрела и на мировом рынке. И все благодаря международным выставкам 1965-69 годах. МТЗ-50 «Беларусь» экспортировался в более чем 70 стран мира. На основе МТЗ-50 было создано со временем огромное семейство модификаций различного назначения для работы на хлопковом, рисовом, виноградном и многих других производствах. Одним из которых стала полноприводная версия МТЗ-52 с 4 ведущими колесами, которая пользовалась популярностью у многих механизаторов Союза. Она расширила область применения на сельхоз и транспортных работах и уже имела лучшие тяговые характеристики и использовалась в труднопроходимых местностях. Даже сейчас их можно встретить за работой, несмотря на то, что его прекратили выпускать более 20 лет назад, в 1985 году, что говорит о его неприхотливости, простоте и отличной ремонтопригодности, ведь его можно отремонтировать
самостоятельно на месте с использованием стандартного набора инструментов. И если мой ролик вам понравился, был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!